свое время у меня, как и у десятков, а может быть и сотен тысяч людей, которые хотели бы разобраться, не было возможности разобраться и понять коротко, знаете, сжато и особо без эмоций понять, что же происходило в деле Олеся Бузины. Что происходило в судах, что привело к тому, что подозреваемые гуляют на свободе. И вот только вчера, когда у них насильно отобрали анализы ДНК, я решился на это и надеюсь, что данное видео вам тоже поможет слегка понять. Ми живемо в правовій нормальній державі, де має бути закон. Про правовое государство размышляет Полищук Денис Валерьевич. Это один из фигурантов дела, один из людей, которых обвинили в убийстве Олеся Бузины. До победы революции Полищук Денис хотел найти должность менеджера и согласен был работать за $200 полный рабочий день. Срыв следствия. Тихари под домом. Суд по Мэнсону. Провокации власти. Совпадение? Не думаю. Это уже после убийства Бузины, но у Дениски игривое настроение. А вот это вот происходило прямо в тот день. Там лежит тело писателя и журналиста, а вот это вот свидетель. И этот длинный, он высокий, худой, все одетый в черном и капюшончик, по-моему, да. И бегом, ну раз побежал туда, я думаю, там машина, понятно, вот она стоит. А последний маленький такой, 1,60 м ему. На секунду задержался и нагнулся еще так, и ему стрельнул. Тоже бегом в машину. Как там, совпадение, не думаю. И этот длинный, он высокий, худой, все одетый в черном и капюшончик. А последний маленький такой, 1,60 м ему. На секунду задержался и нагнулся еще так, и ему стрельнул. Вполне возможно, что коротышка, ну, полагают, что это был Денис, выстрелил, ну, просто потому, что ему хотелось посмотреть, что будет с умирающим человеком, если еще раз в него выстрелить. Вполне возможно и такое. Но интересно другое. Какие предположения начали высказывать и кто убил Олеся Бузину? Ви все помните, в це особо углубляться не буду. Справи по патріотам – це, мабуть, знову якась така рука Кремля, яка хоче сколихати наше суспільство. Конечно же, рука Путина. Рука Путина звучала тогда из всех уст людей, которые называют себя журналистами, политиков. Это рука Путина, это Кремль. А почему? Потому что специально подгадали под убийство под пресс-конференцию Путина. И еще один аргумент мне понравился. Путин даже не удивился, когда ему сообщили. То есть кадровый чекист должен был вскочить, обхватить голову руками. Ну, по всей видимости. Вот такие вот звучали аргументы. И вот такие. Конкуренцію спецслужб, хоча дійсно Медведько, будучи в системі міліції, як доброволець в добровольчому батальйоні, дуже сильно хотів перейти в якусь іншу структуру, де менше корупції. Конкуренция спецслужб, убийство Бузины для того, чтобы подставить Андрея Медведько, который хотел оставить МВД и перейти в систему СБУ. Де менше головотяпства і все. Ну, не встиг на сьогодні, я сподіваюся, що у нього ще життя надасть ці шанси. Але він хотів перейти в гарпун СБУ. Ну, знаете, любой молодой человек, который мечтает стать милиционером, после этого мечтает стать ГБшником. Вот еще версия, это адвокат уже подозреваемых. Вбивство Олесі Бузини було скоєно працівниками спецслужб. Очевидно, що наших, тобто українських. Інше питання, що на кого вони працюють, бо на моє глибоке переконання, вбивство Бузини – це є відверта, брутальна провокація. Убийство Бузины – это грязная провокация, и совершенная руками спецслужб, кто ими управлял, ну, то понятно, кто управляет всем. Вот. И вот эти вот двое, один, который он хотел менеджером стать, и второй, вот этот наладан дышит, они вывели на чистую воду там криминальную разведку. Это, в общем, месть, короче, от криминальной разведки МВД. Сьомий відділ кримінальна розвідка не терпіла таких поразок ще з часів Гонгадзе. Ми їм дали дуже жорстко по рукам, опублікувавши їхнє обличчя і відео. Версии это версии, все перечислять не будем, потому что они маразматичны, одна маразматичнее другой. Но теперь давайте о защите. Как была выстроена защита? Смотрите, что произошло. Ребята приобрели Ford Focus. Ford Focus на итальянских номерах. И фишка в том, что приобрели на имя одного из своих. И потом человек, который покупал Ford Focus, там, перепродавал этот Ford Focus, дал показания. Ford Focus, они в него запрыгнули, когда убили Олеся, отъехали 2 квартала, бросили его, неподалеку бросили одежду свою, типа сменку, вот в таком вот плане. И начали появляться вдруг свидетели внезапно. Я звернула увагу на 2 чоловіків.
кримінальної зовнішності. Я теж юрист, я ходила десь там в ході своїй там. Вот это вот один из свидетелей защиты. И вот это вот тоже юрист, которая ходила здесь там, она рассказывает, что она видела эту машину, видела, и там были два мужика, но это были не вот эти вот, не ребята, не, это другие были. Розмовляли по фені, розмовляли на російській мові з таким акцентом, як вони такі, ну, москалі закоренілі, ну, це їхня рідна мова. Ну кто бы сомневался, конечно же москали. Коцкова Ольга Миколаївна. В жизни случаются и вот такие вот случайности, знаете. Просто случайный свидетель. А вот это уже вчерашнее видео. Группа активистов не дает отъехать автобусу силовиков. Там є слідчі, ми вимагаємо слідчу оперативну групу, щоб забрали ці зразки, які тут лишилися хворі. Ну, узнали, да, нашу юристку, одновременно свидетеля. Сейчас я вам покажу, как доказана невиновность хлопців. Хлопці, які безпосередньо в той день спілкувалися з Андрієм та Денисом, вони свідчили під присягою в суді, тому якби 100% є інформація щодо хлопців, перебування їх в зоні АТО. То, что хлопцы невиновны, это подтвердили другие хлопцы, которые пришли и сказали, не-не, они в это время были вон там, вот на базе нашей. Покази цих осіб повністю підтверджують, що на момент вбивства Бузини Поліщук перебував поза межами міста Києва. Ну все, алиби вроде бы как готово. Давайте посмотрим на самих хлопцев. Вот один из них. О 7 годині ранку я особисто його і ще одного мого бійця відправив на завдання в прифронтову зону в район міста Авдіївка. Чудеса какие. 16 апреля, как раз таки в день убийства Бузины, он лично его, еще одного бойца, отправил на боевое задание. Он потом не расскажет, на какое боевое задание, потому что это понятно, дело это секретное. Отправил в район Авдеевки. А вечером те пришли. Ну, то есть никак они не могли убить Олеся Бузину. Но тут начинаются проблемы у человека. Я вам не можу. Він вибув з вашого кола зору, з вашого підпорядкування, з вашого підрозділу. Тому що я не пам'ятаю. Он не может вспомнить, когда подозреваемый покинул эту базу. Но он же до этого отлично помнил, как в 7 утра 16 апреля он отправил людей на боевое задание. А чому ж то ви пам'ятаєте 16 квітня? Тому що їхав адвокат, я взяв свій журнал, полистав і подивився, де. Вот эти вот секунды задумчивости, знаете, они говорят больше, чем много-много-много слов. В общем, приехал адвокат, и тогда он открыл свой журнал, посмотрел, я же его отправил на задание. А что он до этого говорил? За минуту, за 2. О 7 годині ранку я особисто його і ще одного мого бійця відправив. Я лично, говорит, отправил, а потом забыл, а потом опять вспомнил. Ну, так бывает тоже. Мы про память там еще чуть дальше поговорим. Вот второй свидетель. Я неделю, говорит, с ним занимался. Ну, какие еще нужны доказательства? Ви кажете, що цей тиждень з 12 по 19 ви кожен вечір спілкувалися з Поліщуком. Це відповідає дійсності? Да, говорит, ну, какие еще нужны показания? Вот еще вот эти нужны показания. Это человек из магазина, и он рассказывает, что да, видел ту машину на иностранных номерах, как раз она стояла под магазином там в такое-то время. Этим он подтверждает слова вон той вот первой юристки, которая говорила, что видела 2 москалей, которые общались на типично, в общем, московском таком языке. А его судья спрашивает, а в другие дни какие машины стояли? 19-20. Это я уже, Ну, это я уже, может быть, не помню. может быть, не помню. 16 апреля, четко помню, машина стояла. А 19-20, ну, уже не помню. Чем ближе вот к сегодняшнему дню, тем слабее память. А чому ви 16? А 16 я вам объясню почему. У меня очень хорошо визуальная память. Когда пошел слух о том, что где-то в обед убили Бузину, я как-то еще на это не обращал внимания. Что хочет сказать человек, я не знаю, но получается, что он, узнав о убийстве Бузины, усилием, нечеловеческим усилием воли, извлек из памяти свои воспоминания о машине на итальянских номерах, которая стояла у них под магазином. Який тривалий час, тільки вчора ви з'явилися в суді, позавчора і сьогодні. І цю інформацію надаєте. А это я вам сейчас покажу, что происходило в 90% случаев, когда прокурор задавал уточняющие вопросы, пытался задавать уточняющие вопросы вот этим вот свидетелям защиты. Сейчас он задает вопрос, а почему вы, где вы были раньше? То есть человек вдруг появился, там много свидетелей появилось потом. Громадськість та суду. Чому ви не запропонували свою допомогу правоохоронним органам, знаючи, що здійснюється? Можна я розумію? Відповідайте, чекайте.
Не відповідайте. Вообще, Не стосується. я скажу, Шановний Олег. свідок, шановний свідок, не треба відповідати на дане запитання. Воно знімається, суд вважає, що воно не має прямого відношення до розгляду. Со свидетелей защиты, которые подтверждают алиби у Медведька и Полищука, которые не были в городе Киеве 16 апреля 2015 года. Є 3 покази свідків, які говорять, що Медведька і Поліщука, до речі, не було в цей час у місті Києві. Вони знаходились в Дніпропетровській області на базі ДУК «Правий сектор». А Поліщук взагалі знаходився в місті Авдіївка Донецької області на виконанні бойового завдання. Ну, а раз есть такие жирные свидетельские показания, то свободны. На Поліщука наклали низку обмежень. Він не може виїжджати з Києва. Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Все, всім дякую за спільну. А что перевесили эти свидетельские показания вот этих вот людей из правого сектора, которые говорили, да точно, он вот здесь вот был, вот туточки. А эти свидетельские показания перевесили показания других людей, которые четко опознали Медведька. Тот второй тоже смахивает, ну, как бы, это ж, ну, сколько, ну, 5 секунд, 10 секунд, да, там, вот это, оно же так все быстро по времени, блин. Ну, стрелял цей, что интервью давал, да? Да. Это точно. Стрелял тот, который давал интервью, это точно. Уже не точно, все. Опровергли запись с видеорегистратора, который зафиксировал стоящий Ford Focus у дома Олеся Бузины до его убийства. Вот этот Ford Focus. Опровергли найденные вещи. А вот эти вещи, которые были найдены неподалеку от брошенного автомобиля. Вот кроссовки, которые были найдены. Там с вещами интересное происходит. Там были вещи и медицинские маски. И вот на них-то и нашли ДНК, вполне пригодные для исследования. После этого они отобрали ДНК у родителей одного и второго. Ну и с точностью 99-99 выяснили отцовство и материнство. Образцы ДНК это краеугольный камень. И можно было бы съехать. Так это не их вещи. Вообще, что это за вещи? Но по всей видимости не получилось съехать. И тогда появилась версия, она была озвучена одним из, о том, что у них украли эти вещи. Украли. Поцуплено з автомобіля нічого з цінних речей, окрім декількох пакунків з особистими речами, в котрі Настя і Андрій перевдягались там чи то на пікніки, чи то там для ремонту автомобіля. Ну, в кожному автомобілі знаходиться, скажімо так, переодівачка. Настя и Андрей переодевались в эти вещи, а негодяи так планировали вот эту вот провокацию, что когда-то прокрались в их машину и похитили. Ну, Андрей решил заявление в милицию об этом не писать. Потом эта версия немножко потерялась, потому что она совсем какая-то дебильненькая. А образцы ДНК это то, чего ребятам сдавать нельзя ни в коем случае. И что произошло вчера? Вчера они явились в прокуратуру, и когда адвокаты, не они, когда адвокаты поняли, что у них сейчас будут отбирать эти пробы ДНК, адвокаты им сказали: откажитесь от нас. И они от адвокатов, от своих отказались. Все, мы уже без адвокатов. Человека без адвоката, нельзя с ним совершать никакие процессуальные действия. Прокурорские поняли, что, они что же не лыком шиты. Поэтому закрыли двери, и адвокаты, будьте теперь в кабинете. У вас есть адвокаты, поэтому вперед. Там надо было бы написать письменный отказ, по идее. Но кто ж знал, что так получится? И начались визги. З вами розпочали слідчі дії, вас не утримують. Ми повинні захищати права свого клієнта. Я не маю можливості покинути це приміщення. Ви незаконно не випускаєте адвокатів з приміщення. Адвокаты хотят убежать, для того, чтобы их не было рядом с их подзащитными. Незаконно ви не забезпечили участь адвокатом. І незаконних слідчих дій! Мої руки ламають! Мене б'ють! Как нашло вроде что-то. Мене катують! Я відмовляюсь! Ні, поки не вийде поліція, нікуди не піду. Хорошо, сидите. Послушайте все. Що значить? Я нікуди не піду, поки...
Один на полу схватился за столик, никуда не пойду, кричит. Адвокаты в истерике, потому что им надо выйти. Від нашого захисту особи відмовилися. Ми маємо покинути. А вот Медведька достает из-под стола с героями истерика. Я барикадую! Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите, шановні? Що ви робите? Перестаньте! Перестаньте катувати людину! Що це відбувається? Кричат, визжат, пищат. Тут адвокат еще очень интересно будет пищать. Визжат так, как будто их еще и насилуют. Адвокат! Перестаньте брати мого клієнта! Що перестаньте? Я не випускаю! Перестаньте! Молодые люди всерьез против забора проб ДНК. Вот Медведька уже дополз до Полищука. Можно полежать, обнявшись. Все, успокойтесь! Успокойтесь! Ну уже все, случилось, свершилось. А истерика у героя просто как у девочек. С трудом останавливается. Медведька не хватало разве что припадок разыграть, упасть, начать дергать ногами, руками пену пустить. Где мои? Падла в Форд, выйдите на улицу! Пошли! Прокурор, вы надаете в жизнь! Форд, выйдите на улицу! Снимайте! Форд, выйдите из помещения! Форд, Форд, блядь! Я тебя зачитаю! Давай! 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 Вот эти визги героического Медведька можно на рингтон даже поставить. Давай! 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 Ну и заканчивается истерика лежанием на полу все-таки. Щойно відбулося порушення прав людини Дениса Поліщука, якого позбавили прав. Ну и вот уже наши герои дают свои комментарии и говорят, что они никогда не отказывались сдавать анализ ДНК. Ми сказали, що ми не відмовляємось надавати зразки ДНК і абсолютно ніколи не відмовлялись. Никогда не отказывались. А вот с этим как быть? 2015 року незрозуміло як Поліщук мені про це говорив, що в нього це відбиралося насильно, без його згоди, він про це мене повідомляв. Насильственно и без его согласия. Так он же никогда вроде не отказывался сдавать анализ ДНК. Було відібрано якісь зразки, при цьому захисника не було, при цьому були порушені право на захист і жодної його згоди не було, а всі ми знаємо, що згода має бути, якщо її немає. Старая схема обкатанная, видите, без адвокатов, не было адвокатов, насильно забрали, не было разрешения. Номер 1113, це по так званій експертизі ДНК щодо Поліщука, є неналежним доказом. А это уже второй адвокат. И тоже говорит, что ненадлежащее доказательство, вот эта проба ДНК, которая имеется в деле. Почему? Ну, потому что они не давали согласия. У нас відібрали зразки, генетичні зразки, необхідні для проведення експертизи у Поліщука з застосуванням насильства, без його згоди на це.
Но как адвокат рассказывает, почему же они не хотят сдавать эти пробы ДНК? Да не поверите, потому что 18 июня закончился срок, отведенный на досудебное следствие. Все. Срок досудового розслідування закінчився, і вже ми не можемо. И адвокаты отлично знают, кем являются их подзащитные, отлично знают, что совершили их подзащитные. Ну и, конечно же, родственники отдельных подзащитных отлично знают, что они совершили и что именно они кое-что совершили. А сами подзащитные продолжают лопотать. Теперь они уже опознали в тех, кто их там крутил, сотрудников Беркута, не иначе с Майдана. Деяких з цих людей вдалося впізнати, це колишні співробітники Беркуту. Ну и, конечно же, рассказывают, что это грубое нарушение прав. Це грубе порушення прав всіх імперів. А теперь самое важное, почему? Потому что после этого видео я бы не хотел больше говорить о деле Олеся Бузины. Некоторые люди, которые участвуют в этом деле, участвуют для того, чтобы попиариться. Они не помнят даже, что Полищука зовут Денис. Они его называют Сергеем. Вот, к примеру, как всем известный народный депутат. Но вот это вот, сейчас скажет человек, это адвокат. Адвокат семьи Бузины, то есть это адвокат его матери. За это время, за эти 4 месяца, вот мы как представители, да, ее адвокат Ренат Кузьмин и я как представитель, мы пришли к следующим выводам, что власть либо сознательно делает все, чтобы это дело развалилось в суде, правоохранительные органы допускают настолько вопиющее нарушение закона, чтобы потом это невозможно было признать допустимыми доказательствами, вот тот сбор фактажа, либо они привлекают незаконно 2 лиц к уголовной ответственности, которые заведомо невиновны. Да, серьезно? Заведомо невиновны? Которые заведомо невиновны. Которые заведомо невиновны. Все понятно. Надеюсь, это видео поможет вам разобраться с тем, что на самом деле происходило в суде по Олесю Бузине, поможет вам разобраться с доказательствами, с алиби, ну и со всеми остальными вещами. Пока.